Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас снова приветствовать у себя на канале. Долгое время не выходили мои сюжеты. Это связано напрямую с той ситуацией, которая возникла. И к каждому практически прилетел, как сугроб на голову, этот режим самоизоляции. Он сохраняется. Запись сюжета идет в майские праздники, и, пользуясь моментом, я поздравляю каждого из вас. Желаю вам крепкого здоровья, пусть у каждого все будет хорошо, ну и мирного неба нам всем над головой. Сюжет начинается от станции метро ВДНХ, и с правой стороны вы видите выходы из метро. По левую руку относительно нашего движения территория, которая уходит в горизонт, это как раз территория выставки достижений народного хозяйства. Ну а с правой стороны от нашего движения появилось полукруглое здание, это гостиница «Космос», и на этом здании вы видите выключенные экраны матовые. Это как раз лишний раз подтверждает о том, что мероприятия увеселительные, а также разные просто мероприятия, которые проходили и проводятся на территории города, разные компании, магазины, другие точки, которые работали в обычном режиме, на сегодняшний момент имеют ограничения. Единицы людей, которые перемещаются, это, как правило, люди, которые по своей необходимости идут либо в магазины, либо возвращаются с работы, с какой-то дежурства, имея при себе цифровые пропуска, ну и также автомобили. Автомобили, чем дальше мы будем выходить к Московской кольцевой автомобильной дороге, тем трафик будет плотнее. С чем это связано? В момент объявления режима самоизоляции многие люди покинули город, были большие пробки и вывезли свои семьи за пределы города. Как правило, это какая-то загородная недвижимость, либо дача, либо какие-то друзья, родители, близкие родственники и так далее. И многие город покинули и по сей день находятся дистанционно. Поэтому транспорт, который сюда ходит, это либо люди ездят на работу, либо каким-то своим необходимым обязанностям или вопросам перемещаются, как правило, и в сторону загорода, куда мы с вами движемся, и в противоположную, наоборот, в центр. Плюс транзитные, рабочие и так далее. Значит, движение у нас идет по проспекту Мира. Проспект Мира у нас переходит в Ярославское шоссе в районе эстакады Северянинского моста. Северянинский путепровод, по-разному его называют. Он у нас буквально вот впереди сейчас скоро появится. И потом проспект Мира переходит в Ярославское шоссе. В этом сюжете мы с вами будем двигаться как раз по Ярославскому шоссе, выйдем за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги, пройдем параллельно городам Мытищи, Королев, Ивантеевка, Пушкина, ну и разным другим населенным пунктам. В целом, для тех, кто вновь подключился, мы делаем сюжеты о том, как меняется Москва, что в ней происходит. Вот как раз вы видите развязки разные. Мы обязательно сделаем дополнительные сюжеты, когда это все дело восстановится. Следим за тем, что происходит в городе, как он меняется, что в нем происходит. Видите, на территории этого района на горизонте стоят башенные экраны, подуставший асфальт, где-то вот какие-то развязки, дополнительные навесы, эстакады, хордовые сообщения. Мы как раз вот об этом и говорим в своих сюжетах, показываем людям, как меняется город. Поэтому для тех, кто еще не подписался, тем, кто хочет быть с нами и наблюдать за происходящим, я рекомендую подписаться на канал, нажать на колокольчик и быть с нами. Вы будете в курсе того, что происходит на территории города, ну и также вместе с нами погуляйте и посмотрите, что же у нас на самом деле происходит в городе, посмотрите, сделайте какие-то свои комментарии, на которые я всегда рад вам ответить. Итак, мы вышли на Ярославское шоссе. Это говорит о том, что скоростной режим здесь до
Московской кольцевой автомобильной дороги 80, до Северянинского моста 60 разрешенная скорость, ну а за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги разрешенная скорость 90 км в час. Собственно говоря, о чем хотелось поговорить за время нашей поездки, это о том режиме, который у нас есть, потому как приходило много разных вопросов из разных соцсетей, чтобы я мог какими-то фактами или какими-то своими наблюдениями, как житель города, напомню, я родился, учился, живу и работаю в городе Москва, собственно говоря, вижу то, что здесь происходит. Ну и в 2-3 словах расскажу начну я, наверное, с режима самоизоляции, с пропусков. То есть у нас на сегодняшний момент введены цифровые пропуска. Это доставляет, на мой взгляд, некий дискомфорт. Вполне было бы достаточно и ограничить паспортами людей. Мне кажется, что более как-то лояльно к этому вопросу можно было отнестись. Вот. Что касается перемещения на транспорте и ввода вот этих ограниченных поездок, именно мы можем на неделе пользоваться транспортом 2 раза, то есть 2 дня в неделю. Ну вот смотрите, если мы сейчас движемся за город с вами на машине, и я получил такой цифровой пропуск, в противном случае, если бы я его не получил, я получил бы штраф, я вот движусь за город. Мне буквально через день нужно будет возвращаться, и я вынужден буду сделать очередной пропуск. И, собственно говоря, все. Неделю я должен сидеть и воспользоваться транспортом я уже, по сути, не могу. И вот этот момент очень неприятный. Хотелось бы, чтобы как-то более лояльно к этому вопросу отнеслись люди, потому что невозможно выехать за город и возвратиться, и потом еще какие-то решать параллельные вопросы. Это вот благо во время нашего движения нету пробок, они на самом деле и в режиме самоизоляции тоже есть. В преддверии вот праздников они были, и однозначно ближе к выходным они будут, поэтому, собственно говоря, этот вопрос хотелось бы видеть просто как-то иначе, чтобы и члены семьи, присутствующие, не получали дополнительные пропуска, а в принципе достаточно одного водителя. Если едет семья, то, собственно говоря, этот пропуск бы выдавался на всю семью, и было бы на самом деле правильно. Московская кольцевая автомобильная дорога сверху, мы выходим за ее пределы, многочисленные развязки, и здесь, как я уже ранее сказал, скоростной режим 90 км в час. С правой стороны у нас будет чуть дальше Королев, с левой стороны Мытищи. Ну и потихонечку вы будете рассматривать то, что нас окружает, как по-современному расширились дороги, мачты освещения, шумоизоляция, стоят щиты шумовые, которые удерживают звук автомобилей. Ну и, собственно говоря, все то, что нас будет окружать, переходы, развязки, эстакады, вам будет доступно. В дополнение я постараюсь подключиться тогда, когда будет сужение и что-то будет возводиться. Значит, по самому коронавирусу, я не специалист, мне сложно делать какие-то заявления или выводы. Я лишь скажу свое предположение, которое обосную какими-то фактами. По мне, вся эта ситуация, она выглядит очень странно, в ней очень много несостыковок, много разногласий, со многими вещами я не согласен. И, собственно говоря, по мне, я думаю так, что вы помните, какие у нас прошли грандиозные праздники зимние, встречи Нового года и Рождества, то есть фестиваль московский «Путешествие в Рождество» собрал большое количество туристов, практически со всей планеты прибыли в города люди, не только в Москву, не только в мегаполисы, они вывозились по разным экскурсиям и за пределы города. Ну и, собственно говоря, если тот самый
самый грипп, который ежегодно к нам приходит, он, естественно, несет за собой и разные последствия, в том числе и пневмонию, к сожалению. Вот. И, как правило, получается так, что ежегодно есть грипп, но по мне, вот, чтобы он имел разные названия и повторялся, ну, такого я что-то, честно говоря, не помню. И вспомните, что после праздников, буквально в конце января, когда вот начались рабочие недели, очень много заболело детей, много заболело родителей, и высокая заболеваемость была на тот момент. К сожалению, за исключением образовательных, дошкольных образовательных учреждений, другие ни власти, ни Министерство здравоохранения такой очевидной резкой реакции не предприняли. Школы ушли в режим карантина, ну, в связи с тем, что у них есть четкие инструкции по количеству заболевших, поэтому сначала вводился этот режим в классах, потом вводился в школах, и мы помним, во многих регионах закрывались школы, и многим ученикам, а также родителям ставился обычный грипп. Симптомы были абсолютно схожие с теми, которые сейчас рассказывают: высокая температура, кашель, сопли, одышка. Все это тоже присутствовало вот тогда, когда ставился вот этот вот грипп. И, собственно говоря, я думаю, что большинство людей, граждан, как раз переболели и на сегодняшний момент имеют тот самый иммунитет, который не позволяет сегодня заболевать людям и получать вот такие большие цифры заболеваемости. Что же происходит в реалиях? Ну, об этом говорить сложно. Для чего, кому это нужно? Потому что многие диагнозы ставятся предварительно. Для меня это странно, как можно ставить диагноз без лабораторных подтверждений. Вот. Многое как-то не имеет какую-то несостыковку, но на эту тему я говорить не хочу. Я вот думаю, что вследствие того, что произошел вот этот вот скачок в январе, нам удалось как-то мягко его получить сейчас. Ну, возможно, те люди, которые не болели в январе в силу отсутствия и так далее, может быть, сейчас подхватывают эту историю. То есть сложно говорить, что вируса нет, он есть, вот, но не такой, как его нам преподносят. Ну и за исключением Министерства образования, почему не среагировали на тот момент другие министерства, на мой взгляд, странно. Вот такой мой комментарий. Собственно говоря, на эту тему я, наверное, больше говорить не буду в этом сюжете, потому что хочется все-таки каких-то не предположений, а более фактов и реалий. Я думаю, со временем мы с вами об этом узнаем и, возможно, еще где-то поговорим. Но хочется, чтобы это не заканчивалось моим мнением, это было и вашим мнением, поэтому то, что думаете вы, напишите в комментариях, с удовольствием почитаю и, конечно же, отвечу. И мы с вами движемся далее. Вы видите широкую дорогу, разрешенная скорость, хорошую навигацию, освещение, переходы, шумоизоляцию, щиты. То есть вот так вот по-современному должны, собственно говоря, и выглядеть все эстакады. Многое мы натерпелись и местные жители, которые проживают вокруг этой дороги. Вот в этой части мы обходим населенный пункт, который параллельно проходит по левую руку. Здесь были вечные пробки, обочечники и так далее. Ну вот на сегодняшний момент вы видите, что мы движемся по времени не очень долго, но достаточно много прошли без каких-то затруднений. Вот, населенный пункт Тарасовка запомнился многим водителям, даже на период вот этой расширенной полосы, то есть вот где-то примерно здесь начинались пробки, и до сужения плотность автомобилей набивалась как в бутылку, таким образом, что люди простояли по несколько часов вот в этом месте, и, собственно говоря, вот
Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет как минимум решен в этой части Ярославского шоссе. Естественно, заторы перейдут далее, и, собственно говоря, та бутылочная часть, она просто переместится, но благодаря разным разъездам, благодаря разным дачным поселкам, товариществам, коттеджным сообществам, там разным и товариществам, то есть, собственно говоря, поток потихонечку разгружается, есть дублеры, есть какие-то разгружающие трассы, есть города, через которые можно пробраться куда-то к своим каким-то строением, и, собственно говоря, это потихонечку будет разгружаться. Я надеюсь, что до конца этого года большая часть до Пушкина будет расширена. Собственно говоря, мне кажется, что дорожные службы постараются, уже многое сделано, и здесь вы видите, что с правой стороны расширение оно происходит, ну а в центральной части уже этой дороги, собственно говоря, стоят уже и отбойники, которые несут в себе серьезную составляющую в плане безопасности движения, ну и, конечно же, мачты освещения. Уже это все готово, остаются какие-то незначительные процессы, потому как уже и коммуникации, и все остальное уже подведено. То есть вопрос расширения не так много займет времени, как все остальное. Я думаю, что вскоре мы все порадуемся и еще запишем много разных сюжетов, которые покажут нам реальное время, реальные возможности этих трасс и на что они способны. То есть нагрузка серьезная. Даже вот в режим самоизоляции праздников вы видите заторы, поэтому того количества полос, которые вот даже в данном месте присутствует, а именно 3-2 полосы, естественно, уже просто не хватает. И тут нужно думать о более серьезных решениях и незамедлительно их принимать. Также параллельно, когда трассы расширяются, возводятся мощные разные центры, какие-то терминалы. С правой стороны как раз вот они появляются. За время нашего движения мы еще не раз с этим столкнемся. Новые возводятся торговые центры, магазины, которые бьют действительно по тем самым магазинам, каким-то рынкам и так далее. И, собственно говоря, это большой плюс. Вот вы видите, что и здесь возводят эстакады, развязки. Трасса становится бессветофорным. Будут переброшены многие пешеходные мостики, которые позволят людям перемещаться. Ну и, собственно говоря, весь расчет сделан на то, чтобы транспорт не простраивал, а как можно дальше свободно выходил, заходил, то есть были сообщения какие-то свободные. И, собственно говоря, я уверен, что в самое ближайшее время здесь именно так и будет. Вот так вот выглядит сегодня Ярославское шоссе. Честно говоря, я думал, что она более серьезно продвинется, но с учетом того, что дороги сужались, дороги переносились справа налево на встречную полосу, выводились какие-то, благодаря вот этим самым отбойникам, временные проезды. Собственно говоря, что сделано, даже несмотря на то, что на первый взгляд кажется немного, очень большой объем. Я даже не могу себе представить, сколько проведено коммуникаций параллельно под дорогой, параллельно за все это время. Ну и еще раз говорю о том, что службы спешат. Я думаю, что до конца этого года многое откроют. Вот, собственно говоря, и асфальтоукладчики стоят, дорожные службы, не перестает вращаться
эскалаторы, и видно, что новые трассы проведены, высоковольтные линии, которые помечены специальными световыми лампами для малой авиации. Срезаются бугры там, где они действительно мешали. Ну и, собственно говоря, все вот это вот подуставшее, устаревшее в современном подходе будет выглядеть, конечно же, иначе. Путепроводы, обратите внимание, как они по-современному выглядят, все коммуникации, трубы уложены аккуратненько и, собственно говоря, ничем не отличить от пешеходного даже моста. Появляются вот как раз те терминалы, о которых я говорил. С правой стороны вы видите мощные такие площади. Мы уже с вами движемся по новому мосту, который переброшен через речку. Ведется благоустройство здесь, трассы, расширение. Вот те самые световые линии и дополнительное освещение на проводах вы видите сверху. Уже запущены эстакады на разворот. Вы видите, что сверху как раз проходят автомобили. Ну и остается совсем чуть-чуть. Красятся вот как раз эти эстакады. То есть люди готовятся к сдаче. Росавтодор, то есть будет принимать это все дело. Я думаю, что мэры городов выйдут на открытие этой трассы. И, естественно, мы с вами запишем однозначно здесь проезд. И обратите внимание, вот в этом месте есть даже небольшой пост. Здесь собираются полицейские, проверяют транспорт. Как раз в отличие от рабочих, их обязали иметь при себе маски, иметь перчатки. И они все как один, строго соблюдая те указания, которые им были даны, вот, четко выполняют свои должностные обязанности, скажем так, и те указания, которые им поставило руководство. Вот сейчас где-то примерно здесь мы их как раз обнаружим. Транспорт досматривают, проверяют, вот они, проверяют и пассажиров на наличие цифровых пропусков. Ну, собственно говоря, наверное, с одной стороны это правильно, но с другой стороны, как я ранее сказал, все-таки послабление нужно. В этой части мы видим с правой стороны большой, огромный центр. Мы записывали проезд с вами в предыдущий год, и, собственно говоря, он был не готов. Вот в настоящее время он уже открыт, он работает, просто режим самоизоляции ограничивает его работу, но, собственно говоря, уже люди могут этим воспользоваться. С правой стороны заготовки для пешеходного моста, и, собственно говоря, правильно, здесь это необходимо. Я думаю, что в самое ближайшее время здесь будет возведен пешеходный переход для людей, которые собираются посетить вот этот вот огромный торговый комплекс. Также дополнительные площади, парковки, дополнительные движения в сторону самого торгового комплекса. Вот здесь, собственно говоря, уже разведены все. Рабочие, как правило, без масок, их не берет ничто. Им некогда, нужно заниматься работой и многим другим. Ну, вот так вот выглядит сегодняшняя Ярославка в тех самых проблемных местах, где они, собственно говоря, еще сохранились. И многое даже здесь заметно уже сделано, то есть на месте уже стоят центральные мачты освещений, то есть вопрос остается как раз в отбойниках, в каких-то дополнительных коммуникациях, ну и те площади, которые здесь возведены, они, скорее всего, со временем заберут вот те разные пристройки и строения, которые по левую руку нашего движения были. То есть это, как правило, разные рынки, разные какие-то непонятные магазинчики. Вот. Конечно же, массовость таких площадей, оно забирает основные потоки людей и, собственно, те арендодатели, а также
компании, которые арендовали эти площади, вынуждены в отсутствие потока клиентов, закрывать, мягко говоря, свой бизнес. Я надеюсь, что профиль будет изменен, люди придумают что-то редкое, и, возможно, каким-то образом перетянут к себе обратно какие-то дополнительные потоки клиентов. И вот мы приближаемся к пешеходному переходу. Здесь он важен, потому что по левую руку у нас город Пушкино, и как раз оттуда много идет людей в сторону торгового центра. Я думаю, что здесь пешеходные зоны будут благоустроены. Не зря построен такой мощный переход. Он будет также, наверное, дублироваться и в районе самого торгового центра. Старый мост автомобильный здесь был снесен. Вы видите уже новый. По нему идет движение как раз в сторону Пушкина. Также ведется строительство на каких-то открытых площадях. Возможно, здесь что-то будет в сторону развязок в дополнение сделано. И вот пока на сегодняшний момент территория этого места выглядит вот таким образом. Вот до этого места доведут однозначно широкое полотно новой, скажем так, Ярославки. Вот видно как раз эти мощные сооружения, перебросы, мостовые эстакады. И с правой стороны огромные торговые площади, которые, как я раньше сказал, вытеснули фактически все вот эти рынки, какие-то небольшие магазины. Теперь это целые торговые сети, как и продуктовых магазинов, так и строительных направлений разных. Также здесь есть и площадки различные, фастфудные, есть и мойки. Также фастфуд, он не только на территории самого торгового центра, но и также на прилегающей территории. Вот, как правило, с правой стороны вы их видите, то есть автомобильные потоки могут заходить и сюда. И с правой стороны огромный терминал построили. Я так предполагаю, что многие товары будут поступать сюда, а возможно даже и в дальнейшем какие-то будут реализованы пункты по доставке, и граждане могут, не выходя из дома, приобретать все то, что представляют эти мощные торговые площади, площадки, центры, магазины, гипермаркеты, как угодно. Здесь, конечно же, пока намеков на расширение нет, но поверьте, как только доведут это широкое полотно до Пушкина, здесь возникнут небольшие заторы, и это, естественно, потребуется. Я думаю, что после того, как откроют ту площадь, которая идет до города Пушкина, потом все силы будут переброшены сюда. Здесь нельзя сказать о том, что здесь проще, потому что коммуникаций много нужно сделать и соответствующих развязок, и я думаю, что некоторое время займет это все строительство для того, чтобы довести это широкое полотно до бетонного кольца. Бетонное кольцо на сегодняшний момент, оно уже во многом реконструируется, то есть даже не реконструируется, а полностью возводится. Мы делали с вами небольшой проезд, зарисовку, обязательно сделаем еще. Здесь на Ярославском шоссе уже установлена новая широкая эстакада, которая уже заасфальтирована, уже есть мачты освещения, то есть все, что им остается дорожникам, это шумовые листы поставить, это, собственно говоря, вопрос времени, то есть это очень скоро будет разрешено, и я думаю, что часть потока транспорта уже пустят по новой трассе. То есть, соответственно, если это произойдет, то
Ярославское шоссе, также прилегающие потребуют вот этого расширения, чтобы вот эти трассы дотягивались до этих колец. Но возможно, что большое число машин как-то разгрузит вот эти потоки, которые нагружаются вот на эти вот места, по которым мы с вами движемся. Но со временем это обязательно потребует, и будем за этим, конечно же, с вами наблюдать. Вот так вот выглядит сегодня Ярославское шоссе. С правой стороны поселок городского типа Лесной, очень уютный, мне он нравится, частенько я в нем находился по своим каким-то вопросам, и, собственно говоря, надеюсь, что в скором будущем беспробочно люди смогут добираться и до этих мест. Я буду с вами потихонечку прощаться, закруглять свою очередную поездку. Еще раз напомню тем, кто вновь подключился, я настоятельно вам рекомендую быть с нами, следить за историей по развитию города, того, что происходит в нем, изменениям. Вместе с вами мы посмотрим на разные ракурсы в разное время года. Это у нас будут и районы, и пешие, какие-то прогулочные зоны, места общего скопления, так сказать, людей, где они проводят свой отдых, трассы, развязки, эстакады и много другое. Ну и мое традиционное «ну а пока-пока». Жду вас в следующих сюжетах.